Яйца повышают уровень холестерина, могут вызвать сердечно-сосудистые заболевания. Коричневые яйца более полезны, чем белые. От яиц можно заразиться сальмонеллезом. О яйцах говорят много, но все равно существует много мифов. Вы задумывались, как они влияют на наше здоровье? Все-таки они полезны или вредны? Мифы и факты о яйцах. В этом видео мы разберем все до мелочей. Вы удивитесь, какие секреты хранят эти маленькие продукты. Посмотрите до конца, и вы узнаете, что все-таки не так с магазинными яйцами. Яйца содержат около 6 граммов белка, полноценного белка с полным набором аминокислот, 5 граммов жира, из них 1,5 грамма насыщенные жиры, остальные ненасыщенные. Существуют насыщенные жиры и ненасыщенные. Насыщенные жиры в основном это жиры животного происхождения, у них электроны атомов углерода насыщенные, то есть они не могут присоединять никакие посторонние молекулы. Ненасыщенные жиры бывают мононенасыщенные и полиненасыщенные. Они могут присоединять другие молекулы, поэтому они считаются более полезными. Так вот, в яйце больше ненасыщенных жиров. И еще желток яиц содержит около 180 мг холестерина. Здесь нужно отметить, что суточная потребность нашего организма в холестерине 300 граммов. Значит, 2 яйца превышает суточную потребность. Также в яйце есть селен, лецитин, витамин А, витамин В12, витамин D и множество минералов, начиная от цинка, заканчивая магнием. Отсюда следует, что яйцо – это очень насыщенный, богатый белками, жирами, микроэлементами и витаминами продукт, которые сложно найти в других продуктах. Но про яйца ходят очень разные противоречивые мифы. Одно из самых распространенных мифов – это про то, что употребление яиц может повысить уровень холестерина. Давайте разберемся. Друзья, бояться употреблять яйца из-за холестерина не стоит. Поясню почему. Да, яйца – это продукт, богатый холестерином. Но есть исследования, которые показывают, что потребление холестерина с едой, с пищей, приводит в увеличение общего холестерина всего на 10%. Я снимал как-то ролик про холестерин, вы можете его посмотреть. Там я объясняю, как происходит увеличение холестерина в нашем организме. Здесь вкратце скажу, что с едой поступает всего 20% холестерина в наш организм. 80% холестерина синтезируется собственными тканями нашего организма, в частности печени. Конечно, это процентаж условный, но в этих пределах. Содержание в яйце моно- и полиненасыщенных жирных кислот делает этот продукт безопасным, так как эти жирные кислоты снижают уровень липопротеина низкой плотности, плохого холестерина, путем того, что они стимулируют образование рецепторов к липопротеину низкой плотности на клетках. Тем самым клетки начинают более активно выхватывать или забирать липопротеины низкой плотности из крови, тем самым очищая кровь как бы от холестерина. Но мы здесь рассматриваем только яйца и его свойства. Но если вы, но многие так и делают, яйца жарите с сальцем, или едите с беконом, или вареные яйца едите с бутербродом, со сливочным маслом, сыром, где полно других насыщенных жиров, то, конечно, свойства всех этих продуктов меняется, и воздействие на организм человека совершенно другое. И тут возникает такое мнение у людей, что в ухудшении их здоровья виноват какой-то один продукт и начинает искать. И поскольку яйца являются популярным продуктом, они, конечно, попадают сразу в поле зрения самих пациентов и людей, которые страдают ухудшением здоровья, но и врачей. Например, когда пациент идет с повышенным холестерином к врачу, то врач спрашивает: вы едите яйца? Человек утвердительно отвечает. И тут у человека возникает ощущение, что яйца виноваты в том, что у него повышается холестерин. И тут человек исключает яйца из своего рациона, но при этом бекончик, сальца, бутерброд со сливочным маслом остается. Следующий вопрос. Являются ли коричневые яйца более полезными, чем белые? И, кстати, что вы об этом думали? Напишите, пожалуйста. Коричневые и белые яйца имеют одинаковую питательную ценность и состав. И их полезность не зависит от их цвета. Цвет отличается только от того, сколько пигментов содержится в скорлупе. А содержание пигментов в скорлупе зависит от породы или от окраски кур,
которые несут эти яйца. То есть цвет яиц на содержание белков, жиров, витаминов не влияет. Важно обращать внимание на качество яиц, на условия их производства, а не на цвет их скорлупы. Следующий вопрос. Некоторые люди говорят о том, что они испытывают дискомфорт после употребления яиц. Яйца – это, как вы уже поняли, продукт, богатый белками, жирами. Для того, чтобы этот продукт хорошо усваивался, мы должны иметь хороший огонь пищеварения, хорошо работающий желудочно-кишечный тракт. Если есть какие-то проблемы, если есть какие-то хронические заболевания, конечно, не только после употребления яиц, но и после употребления мяса вы будете испытывать дискомфорт. А вот насчет аллергии, у некоторых людей есть действительно аллергия на яичный белок. Но я никогда не встречал людей, у которых была бы аллергия на яичный желток. И кое-что добавлю. Аллергия на самом деле зависит от качества яиц. На органические яйца, то есть это яйца, которые несут куры, живущие в открытой местности, которые питаются травками, червяками, насекомыми и зернами, они, конечно, несут органические яйца, на которые аллергии практически не бывает. И эти яйца богаты всеми полезными элементами, и белками, и жирами, и так далее. В детстве много проводил времени в деревне, и я не помню ни разу, никогда, чтобы кто-то отравился яйцами или у кого-то была аллергия, вообще такого Вот. понятия не было. И я тоже жил в деревне, летнее время проводил в деревне, и многие ели яйца. Это один из главных продуктов, потому что у нас во дворе всегда гуляли куры, и они несли яйца, да, и в деревне их же ели люди по 2, по 3. Это есть прямая зависимость от качества яиц. Вообще, любой продукт, если рассматривать, да, конечно, от качества зависит. Вот, например, я всегда боюсь есть сливочное масло магазинное, да, я потому что не знаю. А вот масло, которое у нас делают в деревне, мне привозят. Я ем с удовольствием, потому что это масло коров, от молока коров травяного откорма. То есть у нас там коровы пасутся, да, по лугам, по полям и едят травы. Зимой им сенокос, травы готовят, и едят травы. Кормом их не кормят, да, зернами и так далее. Плюс это молоко они дают, молоко сепарирует в домашних условиях сметану, сметана сбивает масло, ничего не добавляет. И такое масло, конечно, очень полезное. Следующее, очень важное, на что я хотел бы обратить ваше внимание, то, что яйца являются источником самого качественного, биодоступного и полноценного белка с полным набором аминокислот, где включены все 9 незаменимых аминокислот. Вообще существует 20 аминокислот, 9 из них незаменимые. Незаменимые аминокислоты – это аминокислоты, которые наш организм не может синтезировать. Они поступают в наш организм только извне, с продуктами питания. Поэтому все белки делятся на полноценные белки, в основном это животные белки, и неполноценные, в основном это растительные белки. Именно поэтому я считаю, что растительные белки полностью не могут заменить животные белки. Но и здесь еще вторая есть вещь, которая очень важна. Я всегда так говорю, да? Человек по сути, по природе своей хищник. Поэтому мы лучше усваиваем животные белки, чем растительные. То есть для восполнения суточной потребности нашего организма в белке нам требуется маленький кусок мяса или несколько штук яиц. А если мы прибегаем к растительным белкам, то нам приходится побольше есть, чтобы в процентном соотношении переварить то количество белков, которые нам нужны. Почему же так важны эти аминокислоты для нас? Они необходимы нам для существования и работы наших мышц, для роста и восстановления костной ткани, для всех клеток нашего организма, клеток крови, нервных клеток. И эти аминокислоты являются основой жизни. Следующий вопрос. Можно ли от яиц заразиться сальмонеллезом? Простой ответ – да, можно. Есть такая вероятность. Но я никогда не встречал людей, которые заразились сальмонеллезом от яиц. Поэтому существует такая вероятность, но она очень маленькая. Следующий вопрос. Можно ли есть сырые яйца? Ну, когда вы употребляете сырые яйца, у вас возрастает возможность выиграть джекпот по сальмонеллезу. А второй. Сырые яйца содержат вещества, ингибиторы протеазы. Это такие вещества, которые подавляют ферменты, помогающие расщеплять белки. То есть, употребляя сырые яйца, вы уменьшаете пользу для организма от употребления яиц.
Один из частых вопросов от зрителей – это отличие магазинных яиц от деревенских. Деревенские яйца буду называть органическими яйцами. Качество яиц зависит от того, в каких условиях содержатся куры. Достаточно ли пространства дают курам, видят ли они свет, чем их кормят и какие препараты им колят. От всего этого зависит качество яиц. Например, если куры живут в тесноте, нет достаточного пространства, они испытывают колоссальный стресс и не видят еще света. Когда куры испытывают стресс, у них, конечно, повышается уровень кортизола, адреналина, что напрямую влияет на состав самих яиц, качество яиц и на питательность яиц. Но что касается органических яиц, которые несут куры, деревенские, которые живут в открытой местности, питаются травками, червяками, насекомыми. Их кормят не кукурузой и соей, да, а разными зернами. У них, конечно, яйца совершенно другого качества. И в магазинах, когда мы выбираем яйца, по сути, мы выбираем одни и те же яйца. Даже встречал такую информацию о том, что добавляет красители в корм курам, чтобы их цвет желтка их яиц был более желтым, так как цвет желтка – это показатель качества яиц. Если сравнивать магазинные яйца и деревенские яйца, конечно, намного выигрышнее находятся в положении деревенские органические яйца. Но это не повод отказываться от яиц вообще, так как мы поняли, что из этого ролика, что яйца являются очень полезными продуктами. Противопоказания и нормы потребления яиц. Если нет аллергии, если нет проблем с желудочно-кишечным трактом, так как это продукт все-таки белковый, много содержит жиров, конечно, нет никаких противопоказаний. А вот норма потребления яиц зависит от нашего здоровья, от наших показателей липидограммы. Вот если вы здоровый человек, то, как я сказал, вы можете есть яйца, по 2 яйца в день, в течение 5 дней в неделю и так далее. Да? И тем более, если вы спортсмен, то и еще здесь хочу отметить людей, вегетарианцев, которые отказываются есть мясо животного происхождения. У вас вот находка яйца, где вы можете все, что содержится в мясе, от которого вы отказались, получить здесь. Но люди, у которых повышенные уровни холестерина, у которых есть факторы риска, например, есть бляшки в сосудах и так далее, они должны ограничивать потребление яиц. Не более 5 яиц в неделю. Можно даже и 4. И еще, как я уже до этого говорил, нельзя яйца смешивать с другими животными жирами. Не жарьте яйца салом, не ешьте яйца с беконом, ешьте отдельно. Сегодня яйца, завтра бекон, сегодня яйца, послезавтра бутерброды с маслом сливочным и сыром. Но обращу внимание, если ваш лечащий врач ограничил вам потребление яиц до 3, до 2 в неделю, то, конечно, прислушивайтесь к своему лечащему врачу. Не надо ссылаться на меня. Жимба разрешил 5 яиц в неделю. Будьте здоровы!